С детства Дэниел не произнес ни слова. Врачи разводили руками, логопеды обещали чудеса. Но годы шли, и мальчик все так же молчал. Его отец, Ричард, владел сетью отелей и привык получать все, чего хотел. Но даже его деньги не могли купить голос сына. Ричард любил сына по-своему, через подарки, частные школы, лучших врачей. Но между ними всегда стояла тишина. После смерти жены, матери Дэниела, Ричард словно стал другим, холодным, расчетливым, озабоченным только бизнесом. А теперь, спустя годы, он наконец объявил – женится. Невесту звали Виктория, молодая, красивая, с безупречной улыбкой. Все вокруг шептались, что она слишком молода и слишком ловко вошла в доверие к миллионеру. Но Ричард был ослеплен. Впервые за долгое время он чувствовал, что снова живет. Свадьбу решили устроить пышную, в старинной церкви на холме. Дэниел сидел в первом ряду, в идеально выглаженном костюме, с безупречно расчесанными волосами. Он наблюдал за отцом, который стоял у алтаря, сияя. Виктория в белом держала букет и мило улыбалась. Все шло идеально до тех пор, пока священник не произнес: «Есть ли кто-то, кто против этого брака?» Церковь замерла. Все взгляды устремились в зал. Никто не ожидал возражений. Но вдруг раздался тихий, дрожащий голос: «Папа, не надо!» Все обернулись. Дэниел стоял, дрожа. Его губы двигались. Впервые в жизни. Ричард побледнел. «Дэниел!» – прошептал он, не веря своим ушам. Мальчик сделал шаг вперед. «Она не любит тебя». Тишина повисла тяжелая, как камень. Виктория побледнела. «Что ты сказал?» – хрипло выдохнул Ричард. «Она любит другого», – сказал Дэниел. «Я видел». Она писала ему по ночам. В зале зашептались. Кто-то ахнул. Виктория сделала шаг назад, но слишком поздно. Ричард уже смотрел на нее так, будто впервые увидел настоящую. «Это неправда», — вскрикнула она. «Он ребенок. Он выдумал». Но Дэниел достал из внутреннего кармана телефона, тот самый, который отец дал ему, чтобы тренировать общение. На экране сообщения, фотографии, доказательства. Ричард молча посмотрел на экран, потом на сына, и впервые за долгие годы обнял его. «Все кончено», — сказал он твердо, повернувшись к Виктории. «Свадьба отменяется». Та, не сказав ни слова, выбежала из церкви. Дэниел плакал, уткнувшись в плечо отца, а Ричард, глядя на всех присутствующих, произнес только: «Сегодня я потерял ложь и нашел голос своего сына».